Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И в этот раз не факт, что у меня это дело получится. Почему? Потому что сегодня у меня по истечении 6 месяцев уже этой модели даже больше S24 Ultra. Что это такое, с чем это едят, зачем это надо и почему после 3 обзоров, а у меня уже на канале 3 обзора, основной канал 7 месяцев назад был обзор одним кадром на лайв-канале, и на Польза стримы мы его гоняли. Я сделал обновление этой штуки. Почему? Потому что мне стало интересно, что-то они допилили или нет. Мне очень часто предъявляют, говорят: Саня, ты гоняешь устройство через месяц после выпуска. То есть пока я его купил, пока он пришел, и вот потом они что-то там допилят. Ой ли, допилят? А для того, чтобы понять, насколько хорошо он снимает, в этот раз я не буду делать никаких сравнений, там у меня будут небольшие вставки. Если хотите посмотреть, как он снимал у меня 3 недели назад в Японии, там очень большая нарезка, один день в Японии на S24 Ultra. Уже 15 тысяч человек, кстати, посмотрело, можете посмотреть, как он справляется. Про S24 Ultra. Первое. Ультраширик может снимать 4К 120 FPS. Основа может снимать 4К 120 FPS. Очень крутые фотки, очень крутой стилус. И здесь уникальность. И в целом, насколько в синтетике он изменился, вы сейчас узнаете в ролике. Почему? Потому что угодно может врать, кроме синтетических тестов. Они одинаковые. Или тесты в играх. Они у нас тоже одинаковые. Напоминаю, на Польза стримы я его жарил 3 часа. Все видели, как он сбрасывал или не сбрасывал яркость. По ссылке в описании можете посмотреть пруфы. Девайс более чем достойный, учитывая, за какую стоимость сейчас его продают. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала указать свое также имя в телеге. Все, кто хочет помочь каналу, разумеется, подписываем, оставляем комментарии, подписываемся на ТГ скидок, там всегда много полезного. Особенно во время распродаж. Распаковка. Коробка, комплект и качество упаковки не изменилось. В комплекте у нас смартфон без защитной пленки, я потом докупал, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документация и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Габариты устройства 162 на 79,6 на 7,9 мм, без блока камер. Весит смартфон без чехла и без защитной пленки и стекла 235 граммов. Поставляется данный девайс в желтой, черной, серой и фиолетовой расцветке. Тыльная часть смарта выполнена из стекла с матовым покрытием, рамка титановая. Сборка хорошая, как и качество материалов. Эргономика комфортная, но опять же смартфон достаточно большой и широкий. Смарт имеет водонепроницаемость по стандарту IP68. Напоминаю, что у меня уже был неприятный опыт с тем, что после теста на водонепроницаемость смартфона от Samsung выходили из строя. Конкретно это был Flip 5. Эту модель я уже топил, можете в прошлом ролике посмотреть, сейчас видите кадры. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, далее можно заметить микрофоны, динамики, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, и это очень классно, очень быстро скидывать видеофайлы. Для персонализации звучания на борту есть предустановки под разные сценарии использования, кастомный эквалайзер, но не такой уж он широкополосный, настройка такая, довольно топорненькая, и Dolby Atmos для игр. Качество звука мне нравится, оно хорошо сбалансированное, но менее объемная, чем у смартфонов от Apple топовых 15 Pro и 15 Pro Max. И, разумеется, проигрывает Huawei почему-то. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, притом силы его хватает, несмотря на то, что смарт довольно большой. Далее, особенность Samsung Galaxy S24 Ultra — это встроенное электронное перо S Pen, что стандартно для старших моделей в их линейке. Оно поддерживает различные жесты управления, ко всему с помощью него можно управлять умной бытовой техникой, им можно создавать скетчи, да и в целом использовать его удобно, но не скажу, что я им постоянно пользовался. И многие мои знакомые тоже им не пользуются, но если у вас будет какой-то интерес поиграться, эта штука классная. Опять же, держим в уме, что только смартфоны от Samsung предоставляют флагманы с подобным пером. Если вы знаете, зачем он вам, то у вас в принципе не будет выбора, вам придется его покупать. Переходим к дисплею. Смарт оснащен Dynamic AMOLED 2X дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей. Плотность пикселей вау, 505 ppi, более чем достаточно для флагмана, это за глаза. По моим тестам экран выдает 800 люксов на 100% яркости и 1500 люксов в пике, притом спокойно держит пик больше 5 минут, но сбрасывает яркость в играх или при съемке видео он только в шум и намного быстрее, чем через 5 минут. Шим-показатели Samsung слегка обуздали, но все равно шим далеко не лучший. Он, скажем так, даже не средний. Частота обновления экрана адаптивная от 1 до 120 Гц, но простой у меня экран выдает 24 FPS. Сенсорный отклик экрана хороший как в повседневном использовании, так и в играх. К плюсам отнесу, что
что экран прямой, а не водопад. К слову, по поводу игр, я не знаю почему, но у меня тач почти на всех устройствах вчера глючил. Вообще с играми какая-то беда происходит сейчас. На стриме прожарки можете посмотреть. Diablo у меня там с ума сходил. Полноценный Always On дисплей нового формата в наличии. Не супер там настройка, но главное полноценный. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Максимально можно завести всего 4 пальца. Распознавание лица срабатывает также хорошо, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,4 ГГц. Графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система One UI на Android 14 версии, смартфон поддерживает функции Samsung DeX, Android Auto, SmartThings, Smart Switch, интересные фишки с персонализацией интерфейса. А что касается различных технологий с использованием искусственного интеллекта, повторяюсь, со всеми этими функциями мы уже давно знакомы из разных приложений, но плюс за перевод в онлайн-режиме. Опять же, очень многими фишками никто не пользуется, специфично это все. И есть у всех. Система удобная, в ней огромное количество вспомогательных функций. К минусам отнесу то, что в случае, если вы собираетесь приобретать помимо смартфона еще какую-либо продукцию от Samsung, к примеру, смарт-часы, наушники и так далее, будьте готовы к тому, что необходимо будет скачивать много дополнительных приложений, плагинов и подобного. С одной стороны, кто-то подумает, что это вообще не проблема, с другой стороны, в смартфонах от других производителей подобного я не встречал. И куда удобнее скачать одно приложение без каких-либо плагинов. Также отмечу, что данная модель довольно популярна в интернете, можно найти очень много полезной информации по устранению той или иной проблемы, если она у вас выползет. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7, поддержка eSIM, 5G, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Но регионов много, обращайте внимание, какие-то только с одной симкой. Опять же, много в интернете по поводу этого информации. Останавливаться на ней не буду, но важно, какой регион у смартфона. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения не подводил. Можете, кстати, в мою телегу взаимопомощи зайти и спросить, или поиском попользоваться, там сможете спокойно найти разницу между различными регионами от Samsung. Bluetooth предпоследней версии 5.3, список поддерживаемых аудиокодеков довольно скромный, за что минус. NFC-модуль в наличии, Samsung Pay не работает, в любом случае устанавливаем MirPay и оплачиваем покупки NFC-модулем. GPS-G-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке на максимальной яркости и максимальной герцовке, которую, кстати, он все равно яркость сбросил, устройство выдало 8 часов 14 минут, это прям очень круто. Смарт поддерживает, как не смешно это говорить, проводную зарядку до 45 Вт, беспроводную зарядку на 15 Вт и реверсивную. К плюсам отмечу, что можно активировать функцию обходной зарядки для игры. За час просмотра роликов на YouTube в среднем как уходило, так и уходит 4-5% заряда. В игре в среднем за час уходит 18, но проблема в том, что это на 370 люксов яркости радость была, и это, соответственно, не очень хорошо. Заряжается он, как и заряжался, в среднем по проводу от родной зарядки на 45 Вт 1,5 часа, иногда чуть-чуть быстрее, и это лютая печаль. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит смартфон не лучшим образом. Вы видите на экране 100 потоков 60 минут, и в красную зону он уходит. Но лучше стало? Нет. Сколько он выбивает в Geekbench, вы видите, здесь подтянули. В Antutu он выбивает 1 700 000 попугаев на третьем прогоне, в среднем выбивает 1,9 миллиона или 2 миллиона. Storage-тест показывает неплохие результаты, в 167 000 баллов, хотя по идее он должен выбивать все 200 000. Переходим к камерам. Основной сенсор Samsung SSL HP2 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, двухкратным зумом оптического качества с активацией технологии Adaptive Pixel, оптической стабилизацией и разрешением для съемки видео 8К 30 FPS, 4К 120 FPS и ниже. Далее мы имеем телефотосенсор Sony IMX854 на 50 мегапикселей с апертурой 3.4, оптической стабилизацией, 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным зумом оптического качества. Телефотосенсор со стабилизатором не очень волшебно работает. Плюс есть телефотосенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2.4 с 3-кратным оптическим зумом. Сверхширик Sony IMX654 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2, и он может снимать в максимальном разрешении видео 4К 120 FPS, то есть сверхширика основа. Фронтальный сенсор Samsung S5K3LU на 12 мегапикселей с автофокусом находится в верхней части экрана по центру, и максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. И хочу отметить, что портретный режим, где у вас там размытие, он тоже может снимать в 4К 30 FPS, как и яблоко. И это очень даже круто. Хотя по качеству я бы сказал, что он чуть-чуть проигрывает, но это мой взгляд. 5-кратный оптический зум для моих сценариев использования бесполезен.
безобразен, но отмечу, что качество при этом зумирования хорошее, лучше, чем у iPhone 15 Pro Max с его же пятикратным оптическим зумом. Smart использует такие технологии, как Pro Visual и Space Zoom для ночной съемки, Super HDR и не только. Камеры действительно достойные. В моем топе 10 смартфонов по видео для видеоблогинга S24 Ultra занимает почетное место посерединке, какое именно можете посмотреть в обзоре. С другой стороны, данная модель не особо отличается от прошлых моделей линейки S с приставкой Ultra. Короткие примеры вы сейчас, разумеется, увидите. Ну вот смотрите, работает кондиционер, 4К 60 FPS. Повторяю, что примеров съемки просто было море. Смотрите примеры съемки по ссылке в описании. Кому интересно, вот так я снимаю, кстати, подсъемы. И вот так вы сможете снимать на этот смартфон, на ультраширик, основу, Телевик X3, X5. Дальше идет X10, зумирование с руки. То есть я считаю, что съемка прям шикардосная. Но видал я и лучше у флагманов. И если вы решите что-нибудь из разряда красот снимать, пейзажей, вот он ультраширик, 4К 60 FPS с автофокусом. Вот она основа, разумеется, с автофокусом в 4К 60 FPS. Вот он телевик, разумеется, с не очень хорошей стабилизацией X3. Дальше идет X5 телевик, все равно с автофокусом и стабилизацией. И дальше мы зумируем X10. Потом переходим на основу. Потом поснимаем вот так, ультраширик, основа, X3. Все довольно плавненько, хотя есть рывки, но опять же все относительно. Максимум X20. Разумеется, что можно снимать в 4К 120 FPS у ультраширика и у основы. Само собой, можно включать на фронталку в этом всем режиме. Но я не оставлю вас без съемки кофе, но давайте договоримся через паузу. То есть вот я начал. Кстати, свет соответствует. Вообще допилили очень сильно по автофокусу и допилили очень сильно по цветопередаче камеру. Говорю, смотрите обзор на него. 15 тысяч человек посмотрел, я вообще удивился, как он может снимать в Японии. Вот Телевик X3. Вот сейчас, кстати, телевичком без... Вот сейчас автофокус его сработал. Телевичок было сложно подрубить так, чтобы он видел... Ага, вот так. Давайте-ка основу лучше. И ждемся. И основа. Вот пошло кофе. Телевик X3. Никакого доп. Освещения нет. То есть туда вот X5 телевик. Давайте-ка еще разок X3. И еще раз основу. Ну и можно ультраширик чуть-чуть. Лучше телевик. И да, вы будете снимать, разумеется, разумнее, но, как говорится, постановочные фото и видео это чуть другая история. Поэтому я советую все время либо обзор одним кадром смотреть, либо вот мои склейки из разряда слетал в Токио, в Осаку, еще куда-то. Сейчас полечу в Пекин, наверное. Надо закупиться смартами, что кончились. То, что закупил на Али, как-то странно идет. Вот. И да, надо еще раз включать все-таки. Не дотянет он без помощи. Основа. Скажи, 2 минуты видоса про что? Ну, про то, что на ультраширике 120 FPS, про то, что на основе есть 120 FPS. Вряд ли для контента, ну, то есть вы не будете в 120 FPS выгружать, вы просто будете замедлять картинку, ну, я думаю, вы понимаете, подсъемы, футажи снимать, и будет все неплохо. Единственный минус, это, разумеется, размеры устройства. Для кого-то это будет плюсом, но вес в четверть килограмма для, ну, это уже близко к таким к мыльницам Z10V, то есть уже можно фотоаппарат, в принципе, рассматривать. Уже можно, потому что если будет у тебя чехол какой-нибудь модный, еще, может, ты оптику докупать будешь. В общем, это все сложно.
Минусы: поддержка зарядки всего на 45 Вт, скромный комплект поставки, шум у экрана, мало аудиокодеков, сброс яркости в играх, сброс яркости при видеосъемке, где мой 1 Гц в простое, ну и много других минусов, но основной плюс, конечно, это ценник. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Рекомендованная мной цена — это, допустим, 1085. Смотрите на Яме, кто продает, и дальше гуглите магазин. Чаще всего они у себя либо на Авито продают дешевле. Всем, кто подпишется на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту, и ссылку я даю на телегу, а в телеге уже ссылка, соответственно, на продукт. Резюмирую. Здесь два пути развития. Первое. Вы хотите примкнуть к злу, который считает, что тензор на пикселе — это хорошо, или к добру, который считает, что экраны-водопады у китайских смартфонов — это хорошо, еще если у них там бендов не хватает, они не популярны, и потом вы не продадите. Или выберите середину. Середина в чем? Вот это вот устройство очень сильно дропнулось в цене. Это вам не 15 Pro Max, который придется покупать примерно в тот же ценник, что и год назад. Здесь реально приобрести его прям 80+. И учитывая эту цену, ну вы аналогов просто нигде не найдете. Можно долго говорить, что оболочка ColorOS вам больше нравится. Можно говорить долго, что у Samsung все слишком сложно, не хочу разбираться, что он будет подтормаживать. Я могу вам еще 10 тысяч раз рассказать, а вот он в играх сбрасывает яркость. Но в отличие от моих любимых Huawei, он хотя бы не вырубается во время съемки и не сбрасывает так сильно FPS. К слову, тесты на него еще будут, и обзор одним кадром будет. И я его продолжу гонять, потому что я до S25 точно буду его у себя держать. Мне это устройство безумно понравилось. Оно, учитывая, как дропнулась на него цена, очень классная. Понятно, что именно в России такие магические перетрубации с ценниками. Не знаю почему, потому что они так много их закупили, или конкуренция, или еще что-то. Понятно, что в ритейле на него какие-то суперконские ценники. Но если брать, допустим, Oppo, Vivo, как я часто говорю, вы заказываете из Китая, потом платите таможню или через перекупов. Это дело вы можете купить рядом, да, у серовозов, но какая-то гарантия будет. Но, что подытожим? 24 FPS меня бесит, то что 1 Гц он не показывает, и постоянно показывает 24, не надо мне рассказывать, как делать, чтобы показывал 1 Гц, я знаю. Бесит, что можно завести один и тот же отпечаток пальца, это нехорошо. Эквалайзер мне не нравится, слишком маленький. Не нравятся в каком-то смысле габариты, но лопата и есть лопата, а как по-другому может быть, если у тебя еще и стилус. Не нравится медленная зарядка, но нравится-не нравится, аналогов нету, потому что прямой экран — это антибликовое покрытие у экрана, яркий дисплей. Да, здесь нет 2500 люксов, 2000 люксов, которые не нужны. Да, вам могут рассказывать, что вот если вы делаете фотографию на Realme, на Huawei и на Samsung, вот от Samsung ощущения другие. Фотография — это всегда лютейшая вкусовщина. И если вы уж такой фотограф, то ручками себе помочь, вот экспозицию поставить, все у вас получится. Постановочные видео и фото вообще никто не отменял. Берется смартфон за $150, фотограф, который разбирается, и продает его вам за 1500, как фотокамеру. И в целом железка аналогов, учитывая ценник, не имеет, потому что все остальное вам придется либо покупать дороже, притом не глобальные, я говорю про Oppo, Vivo и подобные. К сожалению, на сегодняшний момент, учитывая просто бомбейшую разницу в стоимости между вот этим устройством и всеми остальными, опять же, для меня 20% это да, это прям очень много, когда мы говорим о цифрах больше, чем 50 тысяч. Молодцы. Яркость он как сбрасывал, так и сбрасывает. Но автономность PC-марки нам говорит о том, что день он у вас отживет железно. Да, тач на жаре начинает подглючивать, но он не критичен, он не погибает, самое главное. Звук классный, экран очуменный. Да, шим чуть-чуть есть, но по сравнению с прошлыми небольшая пауза. Почему? Потому что S23, 24 и 22 Ultra, они взаимозаменяемы. Но это лучше всех. Опять же, по моему мнению, когда мне говорят, а вот я там на десятку дешевле куплю S23 Ultra. Зачем? Минус год поддержки, флагман живет 3 года. Да, я могу вам сказать, там поддержка 7 лет у него, еще осталось 6. Вы не будете с ним ходить 6 лет. Ну, то есть экран выгорит за это время. Ну, 3 года. 3 года с флагманом. Окей, кто-то может 4, кто-то вытянет 5. Сопромат никто не отменял. Если вы его не разобьете, то у него батарея деградирует, потом это дорого будет менять. Экраны выгорают у всех, рано или поздно. В общем, идея, надеюсь, вам ясна. Посмотрите обязательно мой топ-10 флагманов. Вполне возможно, вы со мной не согласитесь. И еще один огромный плюс этого устройства, что в отличие от всех китайцев, которых я очень часто люблю вспоминать, мне же надо делать контент как-то, Samsung можно прийти и потрогать в магазине. Примериться под ладонь, прикинуть, если там еще чехол,
прикинуть, нужна ли будет тебе вот эта вот палка, стилус. Не слушать никого по поводу штуковин из разряда и еще чего-то. Вот она железка. Все, девайс от меня однозначно да. Учитывая стоимость, 2 раза да, потому что когда я делал 6 месяцев назад, он стоил много. Добра и удачи вам, дорогие друзья.